Мадагаскар — это крайне странный мультфильм. В том плане, что на нашем русском пространстве он считается очень хорошим, в то время как на Западе воспринимается как достаточно посредственное произведение. Если сравнить оценки на IMDb и Кинопоиске, то можно сразу заметить разницу в целый балл. И это на самом деле очень существенно. Конечно, сразу же приходит в голову мысль, мол, все это дело в нашей прекрасной адаптации. И вправду, большую роль играет наша крайне качественная локализация мультфильма. Тем не менее, все не так просто. Чаще всего русские адаптации с треском проваливаются. Наш дубляж и перевод — это отдельная тема для мемов. И все же есть произведения, которые в дубляже даже оказываются лучше оригинала. Среди мультфильмов я могу выделить такую золотую тройку. Это первая Кунг-фу Панда, Шрек 2 и, очевидно, Мадагаскар. Все эти три локализации уже давно можно назвать легендарными. Про Панду я как-то делал трудности перевода. Теперь настало время Мадагаскара. И самое интересное с этим мультфильмом это то, что как такового осложнения с переводом не было. В этом плане как русский, так и английский сценарии плюс-минус равнозначны. У Культаса как-то было видео под названием «Перевод сделал Мадагаскар лучше». И с этим утверждением я не согласен. Не перевод сделал Мадагаскар лучше, а именно русский дубляж. И чтобы в этом хорошо разобраться, я как всегда пересмотрел и сравнил буквально каждую фразу в мультфильме. Я максимально скрупулезно к этому отнесся. Так что сегодня мы пройдемся буквально по всему, что есть в этом мультфильме и нашей русской адаптации в частности. Перед тем, как перейти к более подробному анализу конкретных моментов в мультфильме, нам нужно уяснить несколько общих аспектов. Английский язык в сравнении с русским считается крайне негибким. Я здесь имею в виду, что видоизменять слова в нем крайне сложно или вовсе невозможно, в то время как на русском мы это делаем без проблем. И буквально до прошлой недели, когда я пересмотрел Мадагаскар на русском и впервые лицезрел оригинал, я считал, что русская версия Мадагаскара кардинально превосходит американскую именно в контексте перевода. Просто потому, что в этом мультфильме огромное множество каких-то искаженных слов, какого-то сленга, возможно, и так далее. Слова по типу «опупенно», «по кайфу», «даун» или «чувак». Просто попытаемся узнать у этих даунов, где здесь люди. О, спасибо, чувак. Знаете, я там, на своей кайфовой стороне. Балдежно провожу время. Или видоизмененные слова, будь то «мада чего» или «анчевотику». Анчевотику? Гурика? Мада чего? Подобное в изобилии здесь встречается абсолютно в каждой сцене. И на удивление, американская оригинальная версия Мадагаскара показывает, что в английском таки можно изменять слова очень ярко и красиво, что лично для меня было гигантским открытием. Главным персонажем, искажающим таким образом свою речь, является Марти. Он в обоих версиях имеет свойственную только ему манеру речи. И там он балуется с фразами и отдельными словечками, как ему только вздумается. Ну, все будет ого-го! Вообще, все герои русской адаптации говорят невероятно естественно. Я даже не могу вспомнить, где бы еще персонажи говорили так правдоподобно и живо. И вот как раз здесь начинается различие с оригиналом. Несмотря на то, что в американской версии озвучки принимают участие звезды Голливуда по типу Бена Стиллера, Криса Рока, Дэвида Швиммера и прочих, у них все выходит крайне невыразительно, в то время как наши актеры дубляжа справились просто феерически. Я более чем уверен, что почти для всех русских актеров Мадагаскара эта роль является их наилучшей. Но давайте немного остановимся на одном конкретном персонаже, а именно Льве Алексе. Я склонен считать, что именно его слили в оригинале больше всего. В таком контексте это видео можно было бы назвать не все ляпы русского дубляжа, а все ляпы оригинальной озвучки в сравнении с русским дубляжом. Потому что Бен Стиллер, озвучивающий Алекса, мог бы многому научиться у нашей версии Короля Нью-Йорка. А именно у Константина Хабенского. Моя добыча! Мой килл! 10 лет! А? Декада! Круглая дата. Единица и ноль. 10 years old, huh? A decade. Double digits. The big 1-0. Я парень крутой, как бутерброд с бастурмой. На небо взлечу и стану звездой. I feel like a mile high pastrami on rye on the fly from the deli in the sky. Алекс — это центральный персонаж всего мультфильма. Его важно было озвучить качественно и живо. Я не знаю, возможно, Бену Стиллеру что-то помешало на тот момент. Может быть, у него просто был плохой микрофон.
Ну, если так, то ему надо было просто зайти на e-каталог, в поиске написать микрофоны, затем расставить фильтры. Денег у него много, можно ставить цену от 2000 гривен или 5000 рублей. Потом выбрать, для чего ему нужен микрофон, стримить он вряд ли будет, поэтому просто нажимаем студийный. Открывается сразу туча качественных микрофонов, которые вполне бы подошли для такого дела. Затем нажимаем сравнить под объявлениями, которые нам больше всего подходят. По характеристикам выбираем самый подходящий вариант, после смотрим, где купить его будет выгоднее всего, и переходим в магазин и покупаем. Элементарно. Вообще, таким способом можно закупить себе чуть ли не что угодно, от ноутбуков до шин на автомобиль. Но Бен Стиллер так не сделал, поэтому имеем то, что имеем. Вообще, если говорить о конкретных персонажах, то Марти, например, выглядит интересно в обоих версиях. Ты хочешь, чтобы я извинился? Ты этого хочешь? Ладно, я... You want me to say that I'm sorry? Is that what you want? Okay. Не обсуждается. No doubt about it. А вот с остальными, как и с Алексом, большие проблемы. Они крайне невыразительные и какие-то нудные, что ли. Мы здесь все вместе, невредимы и целёхоньки. We're all here together, safe and sound. Белые песчаные пляжи, искусная имитация девственной природы, просторнейшие загоны. White sandy beaches, cleverly simulated natural environment, wide open enclosures. С самого начала нам ярко демонстрируют, что персонажи мультфильма имеют свои свойственные только им черты. Но на русском наши ребята решили еще усилить этот эффект. Скажем, Марти на русском использует куда больше сленга и обладает некой поэтичностью в речи. Многие его фразы просто-напросто рифмуются. Доктор Марти дантист, отпадный специалист. Если я в Австралии весь, не лезь. В английском это тоже есть, но лишь один раз. When the zebra's in the zone, leave him alone. Ну а теперь давайте перейдем к фразному анализу. На английском Марти все время твердит, что хочет to the wild, то есть в дикую среду. В то время как на русском, если вы помните, он мечтал попасть на волю. И вот что интересно, выходит небольшая несостыковка. То есть на русском Марти хотел оказаться на воле, поэтому, когда он сбежал из зоопарка, он уже выполнил свою задачу, он оказался на воле. В то время как по оригинальной задумке, воли для него было недостаточно, он хотел попасть в дикую среду. Также, чтобы попасть в эту самую среду, в оригинале Марти хотел добраться до Коннектикута, что на русском заменили на Брайтон-Бич. И это создает сразу несколько ляпов и странностей. Ну, во-первых, наши локализаторы, видимо, обзывают район Брайтон-Бич, ведь там, по словам из мультфильма, дикая среда. А как вы знаете, на Брайтоне живут наши с вами соотечественники, то есть русские. Таким образом, это все походит на то, что наши переводчики стебутся над нашими же русскими людьми. А во-вторых, из этого перевода возникает серьезный ляп. Дело в том, что в мультфильме Марти едет на центральный вокзал. Зачем? Чтобы добраться до Коннектикута. И в оригинале это логично. На русском же Марти нет смысла ехать на центральный вокзал, ведь, как нам говорят, он направляется на Брайтон-Бич. А Брайтон, в свою очередь, находится в самом Нью-Йорке. То есть до него можно спокойно доехать на метро. Поэтому путешествие Марти до центрального вокзала не имеет смысла. Очень интересно, как наши локализаторы интерпретировали всяческие слова под наш русский лад. Например, когда пингвины попадают в загон Марти, на английском они говорят следующее. Hoover Dam. We're still in New York. Hoover Dam — это так называемая плотина Гувера, которая была построена в США еще при президенте Герберте Гувере. Очевидно, что для нас, русских, это бы ничего не значило. Посему была придумана крайне интересная альтернатива. Фугас мне в глаз, мы все еще в Нью-Йорке. Я не знаю, как они додумались до подобного, но это теперь одна из моих любимых фраз. Далее, есть один момент, который на русском не совсем ясен. Я здесь говорю о той самой песне Алекса и Марти. Для американцев, а тем более нью-йоркцев, это своеобразный гимн. Алекс поет песню Фрэнка Синатры «Нью-Йорк». Она крайне известна в Америке, да и, наверное, во всем мире. Это как если бы, скажем, действия проходили в Москве, то нашим аналогом была бы песня «Лучший город Земли» в исполнении Муслима Магомаева. Далее, после исполнения этой песни, на Марти и Алекса начинают кричать обитатели зоопарка. На английском происходит следующее. Hey, I'll knock your tunnel right off, pal. Звереныш кричит Марти, что не все в зоопарке nocturnal, то есть ночные животные, как совы какие-то. На что Марти кричит «I'll knock your tunnel right off, pal». Насколько я могу судить, Марти заявляет, что, так сказать, вышибет Turnell своего собеседника.
Diurnal — это обратное от nocturnal. Вкратце, он имеет в виду, что сделает этого звереныша ночным посредством выбивания из него его diurnal, то есть неспособности ориентироваться в темноте. Это крайне тонкий момент, я надеюсь, вы поняли. Ну и ясно, что на русский это не перевести никак. Да ты у меня сейчас сам по ночнику получишь! Далее Алекс говорит, что нужно ложиться спать, так как завтра будет день пенсионеров. Ведь для пенсионеров завтра вход со скидкой. It's seniors day, you know. Have to roar extra loud. В оригинале все ясно. Алекс подразумевает, что завтра придется рычать громче, чтобы старики его услышали. На русский почему-то это не перевели, возможно из-за липсинка. Чуть позже, когда Марти сбегает, Алекс начинает паниковать и затем говорит следующую фразу. Не кусай руку с едой! You don't bite the hand that feeds you. На английском все понятно. Алекс использует известную идиому, которая, если перевести дословно, будет звучать как «не кусай руку, которая тебя кормит». И согласитесь, тут все понятно. Алекс ссылается на то, что Марти начинает наглеть, и из-за этого люди по итогу могут его вышвырнуть из зоопарка. На русском просто перевели как «не кусай руку с едой», что лично мне никогда не было понятно. Когда все животные сбегают из зоопарка, за ними увязываются обезьяны. Говорят, в Линкольн-центре лекция об анархии в обществе. Верно, давай лектора какашками закидаем. I heard Tom Wolfe is speaking at Lincoln Center. Well, of course we're going to throw poo at him. На русском они утверждают, что закидают фекалиями лектора по анархизму. Но на английском они четко называют, кого именно они хотят закидать фекалиями. А именно Тома Вульфа. И это даже реальный человек. Если вкратце, то он журналист. И не просто какой-то там, а самый известный журналист Америки. Я не знаю, чем он заслужил такое отношение в мультфильме, но как есть. После того, как наших 4 друзей споймали и отправили в ящик, Марти, услышав голос Глории, говорит следующее. Обожаю слушать твой голос! I am loving the sound of your voice. На английском он использует время present progressive, говоря I'm loving, что грамматически неверно. Но таким образом он подчеркивает, что конкретно в этот момент он безумно рад слышать ее голос, так как он думал, что рядом больше никого нет. На русском Марти просто говорит, что любит слушать голос Глории, что немного странно, но опять же это просто непереводимо. Хотя все же можно было бы это перевести как «я так рад слышать твой голос». Тогда бы его фраза имела куда больше смысла. И давайте немного поговорим про интонацию. Как я упоминал ранее, наши актеры дубляжа буквально создали новое восприятие этой картины. Именно они. По факту, Хабенский и компания вдохнули жизнь в этот мультфильм. Буквально каждая их фраза превосходна. А на фоне унылого льва Алекса Бена Стиллера Хабенский вообще кажется богом. Вот вам несколько прекрасных примеров двух озвучек для сравнения. Don't give me excuses, give me results! Без отговорок, дай результат! A big bad old putty tat, isn't he? Come on. Какой бяка-закаляка этот котяра, да? Marty, Melman, Gloria. Boy, Melman, Marty. Марти, Мелма, Глория. Глория, Мелма, Марти, Марти. Как вы сами заметили, наши русские голоса звучат куда живее. Хотя, опять же, в английском не все так плохо. Оригинальный Марти, например, вышел достаточно интересным. Мелман тоже вполне сносно. Озвучка короля Джулиана на английском вообще легендарная. Welcome, giant pansies. Когда главные герои попадают, как они думали, в зоопарк Сан-Диего, Алекс начинает жаловаться. Now we'll have to compete with Shamu and his smug little grin. I can't top that. В оригинале Алекс говорит, что ему придется соревноваться с некой Шаму. Шаму — это касатка, которая была очень популярна в тематическом парке в Сан-Диего в 60-х годах. Здесь Алекс подразумевает, что ему, королю Нью-Йорка, придется теперь соревноваться с самым звездным животным во всей Америке. На русском же, если честно, я никогда не понимал, что он имеет в виду в этом моменте. Только послушайте. Мне придется тягаться с их дельфином, с этой их кинозвездой, с его наглой ухмылочкой. Как мне быть? Когда Алекс впервые встречается с лемурами, он говорит на английском следующую фразу. What are they doing, some sort of inbreeding program? Алекс риторически спрашивает о том, что это, возможно, какая-то программа по родственному спариванию. Здесь он таким образом намекает, что они все какие-то умственно отсталые. На русском, кстати, это добавили, но чуть-чуть попозже, когда Алекс обзывает их даунами. Просто попытаемся узнать у этих даунов, где здесь люди. Когда у Алекса сгорела его самодельная статуя свободы,
а Глория и Мелман ушли к Марти, Лев одиноко сидит, предварительно сделав надпись «Help». Спасите, помогите, спасите, помогите, спасите, помогите. Вообще, в русском дубляже часто озвучивают надписи, которые были сделаны на другом языке. И это правильно, но здесь это выглядит странно. Они перевели фразу не напрямую, а якобы Алекс плачет и умоляет, чтобы ему помогли. Только вот это все не вяжется с тем, как он выглядит в этой сцене. Хабенский озвучил немножко неподходяще. Лицо Алекса не похоже на ноющее, как его пытаются выставить наши адаптаторы. Он больше раздражен, поэтому вся сцена немного странная. Чуть позже, в том же эпизоде, Марти начинает клясться, что завтра найдет Алексу шницель. You know what, Alex? I promise you I'm gonna find you a steak tomorrow that kills me. Thanks, Marty. На английском тут двойной смысл. Ведь Марти говорит, что найдет Алексу шницель, даже если это его убьет. Забавно, так как Марти и есть шницель, и ему вправду придется умереть, чтобы достать другу что покушать. Вот как-то так. В самом конце мультфильма я не нашел ничего такого, чтобы попадало в русском переводе. А даже наоборот, оригинал выпадает в сравнении с нашей адаптацией. В целом, опять же, перевод Мадагаскара отличный, и оригинальный сценарий тоже прекрасный. Самая большая проблема лежит исключительно на актерах озвучки, имея в виду западных актеров. Ведь наши ребята создали, возможно, лучшую адаптацию американского кино на русский. Когда я только начинал делать рубрику трудности перевода, я уже тогда собирался сделать видео о Мадагаскаре. Но меня останавливало, что один ранее упомянутый блогер уже делал несколько похожее видео. Но я все равно решился. Некоторые вещи мне безусловно пришлось повторить для того, чтобы лучше раскрыть суть данного видео. Как относиться к Мадагаскару, я не знаю. Мне, если честно, было интересно смотреть как на русском, так и на английском. Да, обе версии мультфильма воспринимаются по-разному, конечно. Но все же не совсем понимаю такую тотальную неприязнь западной публики к данному мультфильму. В любом случае, всем спасибо за просмотр данного ролика и еще увидимся.